Приветствую всех на канале. Сегодня у нас видеопрогулка и экскурсия по улице Клочковской в городе Харькове. И сразу мы видим одно из немногих зданий одноэтажной и двухэтажной застройки в начале улицы. В здании работает музей фотоиллюзий, улица Клочковская, 3. Берущая начало практически в центре Харькова улица Клочковская длительное время считалась городской окраиной. В XVIII веке в черте города находилась небольшая слобода Клочковка, основанная, как утверждают краеведы, харьковским полковым судьей Тимофеем Клочко. Дорога, которая начиналась от Университетского сада, ныне район Каскадной лестницы, и вела в слободу. Развитие улицы началось в первой половине XX века. В 1909 году здесь была проложена трамвайная линия. На улице практически не сохранились дома, которые можно было бы отнести к старой застройке. Лишь несколько зданий рубежа 19-20 веков остались в районе Соборного и Бурсацкого спусков. Хотя еще в 70-х годах прошлого века здесь была плотная одноэтажная и двухэтажная застройка. Но большинство домов пришли в аварийное состояние и были снесены, как, например, этот. В доме номер 38 жила семья Людмилы Гурченко, но здание тоже не сохранилось. Часть улицы, расположенная от Клочковского спуска до Окружной, застраивалась в послевоенное время и в начале нового столетия. Так давайте мы сегодня с вами прогуляемся, посмотрим, как живет нынешняя Клочковская улица. Кстати, дом, который вы сейчас видите по улице Клочковской, 14, было построено как странноприимный дом архитектором Даниловым, а затем перестроено архитектором Немкиным как жилой дом квартирного типа. Странноприимные дома предназначались для мужчин и женщин, идущих на богомолье в местах, где находились святыни. Каждый странный человек имел право на гостеприимство в течение 3 дней. Клочковская улица является одной из главных транспортных магистралей Харькова. Доходит до кольцевой дороги на Алексеевке с севера, где дорога переходит в Т-2103 в направлении Дергачей села Малая Даниловка. Полностью пересекает Шевченковский район Харькова с юга на север. Протяженность улицы 8 километров. Мы можем наблюдать книжный рынок «Райский уголок». Стихийный книжный рынок появился в 90-х годах во времена дикого капитализма под названием «Книжная балка». В 1998 году в центре Харькова был основан книжный рынок «Райский уголок». Общая площадь рынка порядка 5000 квадратных метров. За забором находится недостроенный бассейн на Клочковской. Данный бассейн открытого типа в начале улицы Клочковской начали строить еще в 1986 году. На возведение выделили 5,5 миллионов советских рублей, что было весьма внушительной суммой при тогдашнем курсе рубля к иностранным валютам. Проект должен был стать одним из самых больших открытых бассейнов в Союзе СНГ. Но Союз развалился, и уже более 30 лет этот недострой стоит за высоким забором и манит любителей приключений и отечественных руферов изучить объект. Улица Клочковская, особенно ее начало, интенсивно застраивается новыми многоэтажными домами. Мы еще не раз увидим это во время нашей видеопрогулки. После освобождения города от фашистских захватчиков на улице проведены большие восстановительные работы. В 1955 году на склоне сада Шевченко, выходящего на Клочковскую, сооружена красивая каскадная лестница. Несколько лет назад каскад здесь был обновлен. Ансамбль каскада составляет верхние и нижние фонтаны, между ними гранитные лестницы, которые украшены клумбами. А перед каскадом появилось вот такое недоразумение в виде данного монстра, жилого некрасивого дома. Это мое личное мнение. Друзья, напишите вы свое мнение в комментариях насчет данного архитектурного решения. Перед вами административное здание Ботанического сада, улица Клочковская, 52. Долгое время здесь находился ботанический сад Харьковского национального университета имени Каразина.
Позже часть ботанического сада была перенесена на новую площадку в район Павлова поля в Саржен-Яр. Вот такие вот архитектурные, так сказать, шедевры строят на улице Клочковской. Практически по всей первой половине улицы Клочковской идут значительные строительные работы, и практически вся улица вот в таких заборах. При этом на Клочковской еще и очень большое движение и шум от дороги. Послушайте. Свято-Пантелеймоновский храм построен в 1885 году на пожертвования горожан. Иконы написаны художником Плотниковым, учителем рисования во второй Харьковской гимназии за небольшую плату. В феврале 1930 года храм был закрыт и отдан под клуб глухонемых. Позднее в нем разместилась школа. Во время войны в храме были возобновлены богослужения, которые продолжались до 1961 года, когда церковь была снова закрыта и использовалась как складское помещение. В 1982 году помещение церкви отдано спортивному обществу «Динамо» под музей. Помещение храма должны были отремонтировать, но за 7 лет ничего не было сделано. В 1989 году храм был возвращен Харьковской епархии и впоследствии восстановлен. Улица Клочковская, 99, Академия физкультуры. С 1979 года факультет Киевского института физкультуры. В 1989 году преобразован в самостоятельный вуз. Пешеходам по улице Клочковской часто приходится ходить вот по таким строительным тротуарам, потому что, как я уже упоминал ранее, идет интенсивная застройка улицы Клочковской. Офисный центр «Тетрис» – 16-этажное здание, выполненное по индивидуальному архитектурному проекту.
Это небольшой живописный природный оазис, расположенный в районе пересечения улиц Клочковской и Новгородской. Называется сквер Сосновая Горка. Представляет собой естественный сквер с крутыми склонами, на которых растут сосны. Сосновая Горка является территорией рекреационного назначения. Улица Клочковская, 197. Одно из харьковских зданий, претендующих на неформальное название «Китайская стена». Построено в 70-х годах прошлого века. А мы идем далее по улице Клочковской. Школа номер 129, 1936 года постройки. Национальный университет воздушных сил имени Ивана Кожедуба, лазарет, библиотека, кафедры иностранных языков. А это 13-этажное здание НИИ «Военпроект». Завод пищевых кислот, улица Клочковская, 309. Предприятие было создано в 40-х годах прошлого века и занималось выпуском лимонной кислоты. Жилой комплекс «Адмирал», улица Клочковская, 258. 24-этажное здание высотой около 60 метров построено в 2009 году, входит в 30-ку самых высоких сооружений города Харькова. И сразу напротив этого дома Алексеевское водохранилище. С него открывается прекрасный вид на город.
римско-католические храмы, соборы и костелы. Университет питания и торговли, улица Клочковская, 333. ВУЗ готовит специалистов для предприятий ресторанного и гостиничного хозяйств, торговли, пищевой промышленности, таможенных служб, туризма, налоговой системы. Основан в 1967 году. В учебном заведении 5500 студентов. Кто из зрителей знает или помнит данное сооружение? Дворец студентов-современник в 70-е и 80-е годы прошлого века был популярным в городе кинотеатром с тем же названием. В 90-е годы в «Современнике» располагался видеозал, а в 2000-х компьютерный клуб. Здание выполнено в стиле модерн. Харьковская общеобразовательная школа номер 125. Трамвайная линия, проложенная по улице Клочковской в 1910 году, продолжает существовать, хотя, конечно, маршруты трамваев изменены, а улица продлена далеко на север, за Алексеевский жилой массив. Еще одна интересная деталь: от Клочковского спуска и далее на север улица называлась прежде Большой Сумской, а самый дальний ее участок – Магистральной. Ныне улица доходит до пересечения с окружной автодорогой. Здание УКРНИИ протезирования. А это здание по улице Клочковская, 366, Харьковский областной центр службы крови. Или по-простому станция переливания крови. И впереди таможенный пост Харьков Центральный. Ну что ж, дорогие друзья, я благодарю всех, кто сегодня был вместе со мной, прогуливался по улице Клочковской, которая будет постоянно меняться. Возможно, потому что она расположена вдоль реки. Вода в реке не стоит на месте, она вместе с водой и временем уносит в прошлое изменчивое лицо улицы Клочковской. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Жмите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео на канале. Ставьте лайк под видео, пишите обязательно комментарии и до новых встреч!